Такую картошку вы еще точно не готовили. Привет, друзья! Сегодня готовим быстрый вкусный ужин всего за 30 минут. Этот ужин покорил уже весь мир. Уверена, что он понравится и вашей семье. Просто натрите картошку, и невероятный шедевр из самых обыкновенных продуктов, которые вы найдете на каждой кухне, появится на вашем столе за считанные минуты. Итак, для начала нам понадобится 3-5 крупных картофелин. Просто натираем картошку на крупной терке. Кстати, небольшой секрет, друзья, чтобы картофель не потемнел, сразу же перекладывайте его в миску с холодной водой. Но сегодня мы будем готовить рулет очень быстро, поэтому этот шаг мы с вами пропустим. Теперь из натертого картофеля нам нужно отжать сок. Набираю горсть картошки, хорошенько сжимаю руками, и весь лишний сок уйдет. Это нужно для того, чтобы рулет получился достаточно сочный, но не слишком влажный и не водянистый. И отжатый картофель складываем в большую чистую миску, в которой будем готовить тесто для нашего картофельного рулета. Чтобы наш картофельный рулет получился не только вкусным, но и воздушным, мы добавим к тертому картофелю 4 яйца. Яйца свяжут все ингредиенты воедино и придадут нашему блюду пышность. А мелко нарезанная зелень, зеленый лук, а также петрушка добавят свежести и яркости каждому кусочку. А также придадут рулету невероятный аромат и свежий вкус. Вместо петрушки вы можете взять пучок укропа. Вы можете добавить в картофельное тесто любую зелень и любые специи на ваш вкус. Просто фантазируйте, комбинируйте любые варианты и создавайте свой уникальный и неповторимый вкус. Любые специи придадут яркий вкус картофельному рулету. Нарезали зелень и отправляем в миску к картофелю. Также натираем на терке кусочек сыра, грамм 150-200. Половину сыра мы отправим в картофельное тесто, и оставшуюся часть сыра отложим, она понадобится нам попозже, когда мы будем с вами собирать рулет. Добавляю сыр и все хорошо перемешиваю, так чтобы тесто стало достаточно однородным. Если вы по консистенции видите, что тесто получается густоватым, много картофеля, тогда добавьте еще 1-2 яйца. Ориентируйтесь по густоте и по консистенции теста. И, конечно, по вкусу приправляем солью и перцем, и, как я уже говорила, можете добавить сюда любые специи на ваш выбор. Вот такая густота получается. Все хорошо перемешали. Духовку я уже разогрела и беру обычный противень, это стандартный противень для духовки, смазываю растительным маслом, обязательно застилаю пергаментом, чтобы у нас ничего не прилипло и не подгорело. Рулет готовится очень быстро, буквально в течение 15-20 минут, его не нужно передержать в духовке, потому что он должен оставаться гибким и эластичным, чтобы легко можно было свернуть его в рулет, поэтому корж не будем печь слишком долго. Выливаем тесто и распределяем, равномерно разравниваем по всему противню. Отправляю в духовку. Духовка заранее разогрета, температура 180 градусов, выпекаем 20 минут. Тем временем сразу же ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом. Масло берите любое на ваш выбор. И мелко нарезаю 1 репчатую луковицу. Моя бабушка всегда говорила, что лук – это душа любого блюда, и я с ней полностью согласна, именно поэтому мы уделяем луку столько внимания при обжарке. Он не только полезный, но еще и очень вкусный, если его правильно обжарить. Помню, как в детстве я любила наблюдать, как лук меняет свой цвет и становится золотистым. Друзья, а вы плачете, когда нарезаете лук? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я раньше плакала, а сейчас замечаю, что перестала плакать. Либо сорт лука попадается такой, не злой, либо я уже привыкла, не знаю. Возможно, все дело в привычке, поэтому поделитесь, пожалуйста, как с этим обстоят дела у вас, мне очень интересно. А я отправляю нарезанный лук на разогретую сковородку с растительным маслом. И обжариваем 2-3 минутки на среднем огне до слегка золотистого цвета. Сильно зажаривать не нужно.
чтобы буквально слегка карамелизовался. Можете сразу же в начале обжарки лука добавить к нему маленькую щепоточку соли, а если добавите еще чуть-чуть сахарку, то он карамелизуется еще больше и еще ярче раскроет свои ароматные свойства. Ну и, наверное, лучший друг лука – это морковка, потому что морковка с луком – это наше любимое сочетание. Нарезаем мелким кубиком одну среднюю морковку. Вместо того, чтобы нарезать ее кубиком, вы можете натереть морковь на крупной или средней терке, здесь тоже по вашему желанию. Отправляем морковку к луку и также обжариваем 2-3 минутки. Слишком сильно зажаривать не нужно, пока овощи просто чуть-чуть припустим, чтобы они стали более мягкими. И к обжаренным овощам отправляю 400 грамм фарша. Фарша можете взять по вашему желанию чуть больше или чуть меньше. Фарш приправляем специями. Как я всегда говорю, специи на ваш выбор. Я использую итальянские травы, паприку, немного сушеного чеснока и, конечно, соль и черный молотый перец. Обжариваем фарш, перемешиваем его и разбиваем ложкой или лопаточкой комочки, чтобы фарш получился однородным. Друзья, аромат специй стоит просто на всю кухню, на весь дом. Блюдо получится просто необыкновенным. Я предлагаю добавить сегодня в начинку немного грибов. На мой выбор это шампиньоны, а вы добавьте те грибочки, которые вы любите. Можно готовить без грибов, это тоже, друзья, на ваш вкус и по вашим предпочтениям. Нарезаю грибы ломтиками. Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто любит экспериментировать на кухне и любит простую, вкусную домашнюю еду. Вы можете использовать любую начинку для этого рулета, которая вам нравится, от классического фарша до легких овощных вариантов. А я сегодня предлагаю приготовить как раз классический вариант картофельного рулета с мясным фаршем. Многие просто обожают сочетание картофеля с фаршем. Мой муж тоже очень любит такой вариант, поэтому давайте порадуем наших мужчин и приготовим им картошку с мясом, от которой они все без ума. Грибы перемешиваю с обжаренным фаршем и обжариваю буквально в течение 7 минут. Тем временем нарезаю пару зубчиков чеснока. Начинка из мясного фарша с шампиньонами и без того получится очень-очень вкусной и сытной. А если мы добавим сюда чесночку, то она получится еще и пикантной и еще более вкусной. Друзья, а какую начинку вы выберете для своего рулета? Сочный фарш, нежное куриное филе, ароматная рыбка или сочные овощи. А может быть, вы захотите создать свой уникальный шедевр. Экспериментируйте и удивляйте своих близких. Быстрый вкусный ужин всего за 30 минут обязательно покорит не только весь мир, но главное, чтобы он покорил вашего мужа. Так что хорошенько измельчаем чеснок, чем мельче, тем вкусней. Конечно, вы можете воспользоваться чесноковыжималкой, но я очень люблю измельчать чеснок при помощи ножа. Я добавляю к мясному фаршу 1 измельченный помидор, можно мелко нарезать помидор кубиками, а можно взять уже готовые консервированные томаты в собственном соку и отправляю сюда же нарезанный чеснок. Все хорошо перемешиваю, начинка полностью готова. Можете добавить сюда горсть зелени. И наш картофельный корж уже тоже полностью готов. Достаем его из духовки и сразу же выкладываем на него наш готовый фарш с грибочками, с овощами. И равномерно распределяем мясную начинку по всему рулету. Посыпаем сверху оставшимся сыром. Можно также немного посыпать зеленью. И теперь наша задача аккуратненько скрутить картофельный корж с мясной начинкой в красивый рулетик. Помогаем себе пергаментом. Все делается очень просто, друзья. У вас обязательно все получится. Духовка разогрета, температура 180 градусов. Отправляем картофельный рулет в духовку еще на 10 минут. Буквально, чтобы сыр расплавился и, может быть, чуть-чуть зазолотился.
Ну что сказать, друзья, этот рулет просто покорил мое сердце. Если бы у блюд были Оскары, этот рулет точно бы получил награду за лучший дебют. Быстрый, вкусный и такой домашний. Идеальный вариант для ужина в кругу семьи. И, как я уже говорила, вы можете приготовить его и на праздничный стол, потому что это действительно быстро, вкусно, оригинально. Я даже не ожидала, что блюдо из обычного картофеля получится настолько вкусным. Сочетание нежного картофеля, ароматного фарша и расплавленного сыра – это просто взрыв вкуса. Идеальный вариант для тех, кто ценит домашнюю кухню и быстрые, вкусные и простые рецепты на ужин. А я благодарю вас, что провели это время вместе со мной. Благодарю за лайки и комментарии. Делитесь рецептом с друзьями, готовьте на здоровье. Я напоминаю, что с вами была Олеся на канале «Готовим дома». Желаю вам приятного аппетита и надолго не прощаюсь. Скоро увидимся!